Я являюсь активным пользователем на ютубе, я как много загружаю видосов на ютуб, так и очень много смотрю видео. Я в принципе подписан на многие каналы, но то, что я недавно видел, даже меня немного удивило. Это действительно очень странно и неприемлемо, как мне кажется, среди общества ютуба. Логан Пол решил сделать видео про японский лес самоубийств и... как бы это мягко сказать. Все бы ничего, но только вот он засунул на тамбнейл действительно мертвого человека, который был подвешен к дереву, и назвал видео «Мы нашли мертвое тело в японском лесу». Но это не все, но сначала необходимо предысторию рассказать. Если вы не знали, то Логан Пол — это бывший вайнер, который перешел на YouTube, и в 2017 году это самый быстро растущий канал на YouTube. Более 10 миллионов подписчиков за год. Это очень крутое достижение на самом деле. В каждом своем видео он рекламирует свой мерч, который, кстати говоря, по иронии судьбы называется Maverick, который переводится как «иной». Ну, вы поняли, типа, снимать видео в лесу самоубийств про трупы, это да, это немного инакомысленно. Не каждый так сможет. Его контент основной именно это ежедневные влоги, в которых он себя ведет немного динамично. Мне кажется, совсем чуть-чуть. Hey, yo, good morning, little gang. What's poppin'? I need to come up with something new instead of popping all the time. Regardless, today is a big day. И понимаете, вот основная аудитория таких людей, как Логан, это люди, которым даже не то чтобы 18 нет, им меньше 10 лет, то есть, и я в принципе ничего не имею против возраста, за исключением того факта, то что такие ютуберы, они никогда не смогут вывозить контент за 18+. Это значит то, что они не продержатся так долго и не станут более знаменитыми, чем они есть сейчас. Почему я так думаю? Давайте просто сравним Логана Пола и PewDiePie. Дэн, сколько можно говорить о PewDiePie, у тебя узкий диапазон мышления. Свали ебало! Свали ебало! Я сам буду сравнивать в своих видео, кого хочу, блять. Не надо меня подстебывать. Феликс, как мне кажется, сейчас на данный момент делает более чем массовый контент. И главная причина, по которой у него 50 миллионов подписчиков, как мне кажется, это то, что его канал постоянно меняется. У него постоянно появляются новые форматы, он постоянно себя по-другому ведет, у него постоянно меняется монтаж. Это постоянно приводит к одному результату. К тому, что на канал приходит большой поток людей снова и снова. Поэтому он до сих пор является самым большим ютубером, как мне кажется. Логан же делает исключительно обезбашенные влоги для подростков. И каждая цель с каждым видео является только одна: как можно больше закликбейтить, как можно больше удивить человека в плане тупости, обезбашенности и интриги, и вот той самой какой-то вот драмы ненавязчивой. Если вы... Но давайте вернемся к тому, к чему мы здесь собрались, именно к этому костру зашкваров от Логана Пола. Понимаете, вот каким бы вы блогером не были, мне кажется, нужно все равно знать вот границу этих кликбейтов. Потому что иначе это плохо будет, иначе с вами будет та же самая участь, как и с Логаном. Чтобы поддержать хоть какую-то активность на своем канале, Логан Пол решил посетить Японию и снять немножечко шокирующий контент в, конечно же, своей экстраординарной манере. Команда Логана начинает с каким-то немыслимым и еще чудом смеяться и быть навеселе от того места, где люди постоянно умирают. Зайдите в Википедию и просто почитайте об этом лесе. В Google картинки я в принципе не рекомендую заходить. Причем это сделано в духе типа, конечно же, я, блять, ютубер без души, и мне похуй на смерть людей. We found a dead body. Меня волнуют только просмотры, покупайте мой мерч. Но странное дерьмо на самом деле происходит дальше, как мне кажется. После того, как Логан и его команда обнаружили мертвое тело, они не стали выключать камеру. И вот мне кажется, это самая главная проблема этого видео. Я понимаю, если оно было просто снято о том, что, ну, как в обычной манере, типа мы находимся в лесу самоубийств, по страшилке, типа Стёп и все такое. Шутки над смертью, они, ну, не самые плохие на самом деле. Если вы правильно умеете
использовать инструмент как юмор, то вы все равно можете безобидно шутить даже про смерть, хотя это одна из самых животрепещущих тем, как бы это смешно не звучало. После того, как они не выключили камеру, они просто начали снимать реакцию на подвешенное мертвое тело. Ничего подобного не видел на ютубе. Это крайне странно, и половина людей, которые посмотрела, как я понял из реакции в интернете, они даже не знали, как на это реагировать. То есть, это реально странно, когда человек стоит на расстоянии 2 вытянутых рук, начинает на него зумить, буквально, и начинает комментировать, причем выпускать какие-то неуместные шутки, и люди, которые позади Логана стоят, они улыбаются, хихикают. Это, блядь, реально странно. Вместо того, чтобы сразу вызвать полицию или как и сразу же выключить камеру и, допустим, рассказать об этом после инциденте. Нет, они начинают просто комментировать и говорить о том, что типа, вау, я никогда не видел мертвое тело. Как по мне, это мало того, что в самом видео полностью нарушает правила сообщества YouTube. Я вообще, блядь, не знаю, о чем он думал даже. Сначала мне очень понравилась реакция людей. То есть она была не совсем однозначной, но фанаты схавали. То есть 500 тысяч лайков было на самом видео, что вообще пиздец, как вообще, блядь. То есть вы представляете, это видео было в трендах, где-то на 10-м месте по всему миру. И я такой, чё, блядь? Типа, это же вообще странно. Но на данный момент, к счастью, люди все-таки, у которых есть голова, и таких людей очень оказалось много, они раскритиковали Логана и его поступок, и Логан сам сделал извинения в форме видео и твита. Как мне кажется, это его абсолютно не оправдывает, потому что, знаете, как я ранее говорил, одно дело, я понимаю, сделать и снять видео, ну, просто запечатлеть этот момент. Понимаете, в чем проблема? Был процесс монтажа. То есть, когда вы монтируете, вы уже, скорее всего, обдуманно делаете какой-то поступок, и обдуманно сидите и занимаетесь постпродакшеном. Здесь же я, блядь, вообще не понимаю, о чем думал оператор, о чем тут думал монтажер. Я понимаю, людям действительно свойственно допускать ошибки, но когда у тебя за плечами такая быстро растущая аудитория и сам по себе канал, у тебя невероятно огромная фан-база, которая приносит твои же деньги, то есть процентов 80 или 90 это его денег получается в мерче в бренде Maverick. Это 90 или 80% его дохода. Это вообще 100%. Представляете себе такое, вы носите одежду, допустим, штаны от бренда, от человека, который в лесу трещал с мертвого человека. Блять, у людей просто башня снесет от этого. И в итоге вот из-за всего этого дерьма, из-за необдуманного поступка вы можете потерять все. Сейчас мне очень интересная ситуация. Мне реально очень интересна ситуация с Логаном, что вообще произойдет с его каналом. Потому что сейчас его, блять, все просто хейтят. Вообще все абсолютно. Даже звезды мирового масштаба. В духе Аарона Пола, который снимался в Breaking Bad. Вы, наверное, знаете этого актера. На этом все. Сегодняшний эпизод у нас был скорее, как мне кажется, поучительный, нежели интересный или же забавный. Хотя мемы смешные, вот мемчики, мемасы, мемы здесь вообще просто потрясающие. Я захожу в Твиттер, и они мне очень нравятся. Они очень смешные, очень смешные. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте об этой истории друзьям своим, отсылайте им это видео. Мне кажется, это было познавательно. Вы теперь будете знать, что снимать видео в лесу о мертвых людях не совсем корректно, наверное, это слово правильное. Это все, меня зовут Дэн, всем удачи и всем пока.